Ей приписывают предсказания всех возможных ужасов, которые ждут нас в будущем, и всех крупнейших катастроф, которые произошли в прошлом. Обвиняют ее в пособничестве темным силам и бесконечно спекулируют на ее имени, лишь бы привлечь внимание многочисленной аудитории. Впрочем, что так будет после ее смерти, она точно знала. Правда, как и всегда, приземленнее, прозаичнее и непригляднее, и потому много-много сложнее. Местечко Рупити в болгарской общине Петрич на первый взгляд действительно смотрится весьма апокалиптично. Прямо из-под земли валит такой дым, словно мы с вами и правда стоим у ворот в преисподнюю. Однако объясняется все просто. Это термальные источники, которые выходят на поверхность на месте кратера давно потухшего вулкана Кожух. Температура в них летом доходит до 75 градусов. Вода бурлит и пенится прямо на наших глазах, поднимая на поверхность из недр земли щедрое количество элементов из таблицы Менделеева. Они оседают на водорослях и иле, превращаясь в целебные грязи, полежать в которых приезжают жители из всех районов Болгарии. Экосистема этого места уникальна. Некоторые виды животных и растений можно найти только здесь. В небольших водоемах, сформировавшихся от прорывающихся на поверхность источников, вольготно плавают черепахи. Крикливые цесарки громко верещат, торопясь к нам навстречу. Баба Ванга любила кормить их и вести с ними неспешные разговоры. Бамбуковая роща тихо вторит им шелестом своих листьев. Все, как хотела Ванга, которая любила экзотические растения и собирала флору со всего мира. Кажется, она старалась создать в этом оазисе маленькое подобие земного рая, как отражение рая небесного. На стеблях бамбука, экзотического гостя из Южной Азии, и на ветках плодовых деревьев маленькие плетеные браслеты, преимущественно красно-белого цвета. Это мартеницы. Их дарят друг другу с наступлением весны в качестве защитного амулета, для сохранения здоровья и защиты от сглаза. И вешают на дерево, как только удалось увидеть его первые цветы или посчастливилось увидеть аиста. В двух домиках, стоящих по соседству, две крохотные комнатки, в которых Ванга принимала страждущих, а последние 2 года и жила, чтобы не возвращаться вечером в свой дом в Петриче. Убранство более чем скромное, почти спартанское, ничего лишнего и ничего земного. И совсем нетрудно представить тех людей, которые каждый день стекались сюда говорливой толпой из разных уголков со всего мира. Невдалеке небольшой музей Ванги, где бережно собраны ее прижизненные фотографии, документы, записаны те слова, которые она действительно говорила. Записаны скромно и кратко, без избыточного мудрствования, по принципу «что свыше, то от лукавого». Здесь история жизни Ванги в фотографиях, казалось бы, такой простой. Вот муж, вот она, крестная мать в храме, вот посещающие ее известнейшие люди из разных стран, и одновременно такой трудный.
потому что ни личного счастья, ни нажитого добра, ни собственных детей у нее не было. И все, что она имела, она отдавала людям. Может быть, поэтому так много людей пришло на ее отпевание, так много тех, кому она помогла и кто был рад иметь возможность поблагодарить ее даже после ее смерти. В 1992 году Ванга начинает строительство храма Святой Петки по проекту друга архитектора Святолина Русева. Храм был построен на собственные деньги Ванги, а также на средства спонсоров и граждан из Болгарии и других государств. Строительство храма было давней мечтой Ванги. Однако ему мешало банальное отсутствие средств, ведь за свою помощь Ванга никогда не брала денег. В 1967 году по постановлению правительства Болгарии визит к болгарской пророчице становится платным, а значит, со временем появляется возможность начать строительство. По желанию и указаниям Ванги необычную роспись церкви выполнил Святолин Русев, один из известнейших в Болгарии художников. Резьбу по дереву Григор Паунов, а иконостас, скульптуры и крест изготовил Крум Дамянов. Все они, в том числе и бригада каменщиков, и добровольные помощники Ванги, работали на строительстве храма бесплатно. Росписи храма далеки от канонических, но именно так, по словам Ванги, она видела умерших людей, которые к ней приходили. Именно их она попросила изобразить на фасаде храма перед входом. Там же есть и ее портрет. Нетрадиционность изображения Богородицы, Иисуса и святых привела к тому, что храм долго не хотели освящать. Однако с течением времени церковь все-таки была освящена. Ванга, тем не менее, не стремилась создать нечто уникальное в плане архитектуры, у нее была совсем другая задача. Ей хотелось, чтобы храм стал домом для людей любой веры и любого исповедания.